Добрый день, уважаемые дамы и господа. Следующий ролик, следующее наше занятие посвящено такой задаче, как правильно понимать роль развития и сделать так, чтобы развитие занимало в жизни именно ту роль, для которой оно и предназначено, в полном объеме. Как во многих случаях устроено отношение человека к чему-то. Все знают такую пословицу: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда человека припекло, неважно, по личной жизни, по карьере или по каким-то другим вопросам, по долгам, он начинает что-то делать, чтобы решить свою проблему или достичь свою цель. Когда ситуация закончилась, как только закончилась, человек успокоился и дальше никуда не идет, пока судьба опять не возьмет в руки вилы и не начнет его подталкивать к личностному росту, к силе, к счастью, к совершенству. В большинстве случаев движение по пути развития у человека выглядит вот так. Оно далеко не всегда всеобъемлющее, и полноценное. И задача понять, при каких условиях человек от личностного роста будет получать максимально возможный результат. Все, что касается развития, мы с вами разделим на две части: общее развитие и целевое развитие. Целевое развитие посвящено чему? Есть конкретная цель: стать спортсменом, бизнесменом, ученым, политиком, неважно кем. И человек формирует только те профессиональные навыки и знания, и личные качества, которые напрямую влияют на достижение поставленной цели. Все это хорошо, все это правильно. Но здесь есть какие ограничения. Приходят люди, слушают правильные слова, но большинство из них, или многие из них, не смогут этими правильными рекомендациями воспользоваться. Почему? Потому что общий уровень их подготовки, их сознания ниже, чем та информация, которую они получают. Предположим, нет сложности прочитать по буквам «быть или не быть», вот в чем вопрос. Мало кто может это сказать так, как это делал, скажем, Высоцкий или другие великие актеры. Чтобы произнести эту фразу, или, неважно, сыграть какую-то роль, и чтобы это вызывало бурные чувства, сильные чувства, восторг, радость, какие-то переживания, эмоции у аудитории, нужна соответствующая подготовка. Читать умеют все, почти все. А владеть словом, состоянием, чувствами, влиянием на аудиторию, далеко не все, единицы. Поэтому воспользоваться знаниями человек может только теми, которые соответствуют его уровню развития. Это нужно понять. Что такое общее развитие? Это то, что именно повышает общий уровень человека. Если сравнить условно, то на нижних уровнях пусть это будут счеты. Можно считать? Можно, но долго. И самые простые задачи. Дальше калькулятор, дальше какой-то компьютер первого поколения, третьего, четвертого, пятого. Где-то есть сверхкомпьютеры, которые решают самые сложные задачи, управляют спутниками. Вот сознание человека — это примерно как компьютер. И общий уровень развития — это какие по сложности задачи и с какой скоростью ты способен решать. На каждом уровне успеха, на каждом уровне счастья, на каждом уровне возможностей могут находиться только те люди, которые обладают соответствующим уровнем сознания. То есть их мощность компьютера позволяет понимать и правильно воплощать в жизнь то, что они получают. Если сознание ниже, они слышат, для них даже слова знакомые, они не могут это реализовать. Какой-то человек не может очень долго решиться, неважно, внести $1 в инвестирование, неважно, $100. А другой человек за короткое время принимает решение о продаже или покупке фирмы, или какого-то крупного предприятия. Это уровень готовности человека. Поэтому люди, которые ставят цель достижения максимально высоких результатов, правильный ответ на вопрос, какая роль общего развития в жизни, примерно такая же, как спорт. В идеале это регулярная тренировка. То есть бегать раз в год
непонятно, в чем смысл. Да? Пользу дает только регулярная тренировка. От личностного роста в идеале максимальную пользу, когда получает человек, когда для него это тоже становится регулярной тренировкой. Он получает новые знания, в соответствии с этим он формирует новые убеждения и убирает те, которые ему мешают, старые или недостаточно эффективные. Он раскрывает в себе новые таланты, качества, достоинства. Он формирует новые навыки. Его задача каждый день становиться сильнее, умнее, быстрее, радостнее. И он решает эту задачу. Когда это решение возможно? Только тогда, когда для человека это постоянная тренировка, да, упорная тренировка. И это неотъемлемая часть жизни. Если человек иногда посещает тренинги, то для него результаты будут или нулевые, или чуть-чуть какие-нибудь. Если это постоянная тренировка, то результат в большинстве случаев пропорционален или прямо пропорционален объему и качеству вложенных усилий. Да? Понятно, что бездарной реализацией можно испортить все, что угодно, но если человек подходит к чему-либо качественно, ответственно, то результат, который он получает сначала от себя, от роста своей силы, да, затем от своей судьбы, от применения своей силы, своего потенциала, своих знаний, вот результат, он пропорционален вложенным усилиям. Да? Поэтому чем больше человек вкладывает в себя, мы с вами раньше рассматривали, чем выше уровень, тем больше вклад в себя. Да? Сложнее решение, сложнее действие, сложнее подготовка. Чем выше уровень, тем больше вклад в себя. И вот эту задачу, чтобы развитие стало регулярной тренировкой, для себя в идеале человеку нужно решить. Тогда личностный рост, рост силы, счастья, воодушевления, талантов и всего, что заложено в человеке, он становится практически безграничным, да, бесконечным. И человек может каждый день расти, 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 и в соответствии с этим для него раскрываются новые возможности. Да, это приличная часть жизни. Да. Дальше мы изучаем время, закономерности всевозможные. И для того, чтобы к этому прийти, сначала нужно понять, что это важно, супер важно, это максимальная отдача. Но для этого нужно создать и необходимые условия. Если человек неэффективен в жизни, да, он мало зарабатывает и много работает, у него элементарно нет времени. Да, или у него не решены финансовые вопросы, поэтому он должен на работу ехать 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую сторону. У него нет свободного времени. Или он не поднялся как личность, чтобы понимать ценность изменений. Да, вот человек, который понял ценность развития, он понимает, от твоей силы зависит результат. Да, человек, который этого не понял, он говорит, от меня ничего не зависит, зачем я буду тренироваться. И он ничего не делает, и остается в колее. Для того, чтобы человек мог сделать развитие неотъемлемой частью жизни, несколько раз в неделю занятия, тренинги, творческие студии, да, индивидуальная какая-либо работа, спорт регулярно, должны быть созданы условия. Он должен стать ощутимо эффективнее, чтобы работать, по крайней мере, не больше 40 часов в неделю. И за это время он получает достаточное средства для жизни. Чтобы он мог решить вопросы, где он живет, где он работает, где он обучается, чтобы он не тратил огромное время на дорогу. Что такое 4 часа или 3 часа в сутки, да, это минус сон, огромная часть жизни, да, уходит на это. Чтобы он тратил минимум время непроизводительное на дорогу, на быт, да, чтобы у него время использовалось максимально эффективно, тогда появляются средства, появляется время, ресурс, да, для того, чтобы им можно было бы на порядок более рационально распоряжаться. И человек, кроме этого, и это первое, он должен быть мотивирован, он понимает пользу от развития. Разумеется, сами занятия эту пользу должны давать, не все занятия пользу дают. Мало того, что он понимает, тоже на этом не может человек далеко уехать. Он должен стать в определенной степени мастером, да, профессионалом. И профессионализм в том числе определяется чем? Вот один из этапов. Ты получаешь от этого огромное наслаждение. Каждое действие ты можешь проконтролировать, какой это дает результат. Вот уходит боль, вот включается энергия, радость, сила. Да? Для человека это одно из самых
великолепных способов провести время и с наслаждением, и с максимальной пользой. Да? Причем, неважно, тренинги, общение, сеансы индивидуальные, творчество, выступления на сцене. Для него все это источники радости, да? Это источники жизненной силы. И задача, чтобы это стало нормой. Дальше все это нужно посчитать, оптимизировать, чтобы развитие было, и было время достаточно для друзей, для семьи, для увлечений, для путешествий, для отдыха. Вот это и есть интересная гармоничная жизнь, которая имеет очень мощный мотор для постоянного усиления, для постоянного движения вверх. Тогда жизнь вообще приближается к идеалу, если человек решает эту задачу. И не просто понять, и не просто прийти вот к каким-то глобальным, да, представлениям, но в конечном итоге к чему необходимо прийти, что общее развитие, это порядка, в идеале предполагает, 80% всех усилий, которые человек вкладывает в развитие. Профессиональное, целевое — 20%. Потому что если мощность компьютера не увеличивается, профессиональные знания в него просто не войдут. Если мощность компьютера увеличивается, все, что делает человек, он делает легче, быстрее, с большим наслаждением. У Оскара Хартмана один из роликов, я точно не помню, там, скажем, 42-я цель жизни или 43-я, прописал 100 целей жизни, пробежать китайский марафон. Это по китайской стене, немножко там не по стене, но в основном это по китайской стене, по ступенькам вверх, вниз. Это как бы совершенно отдельный вид спорта. И, да, тяжело бежит, он рассказывает, снимает, да, как он это делает. И говорит, а вот смотрите, как бегает мастер. Да, чемпион, он, там 3 круга, по-моему, они бегали, точно не помню. На каждом круге он останавливается, беседует с женой, целует ребенка, делает ути-пути, пьет водичку и спокойненько бежит дальше, особо не напрягаясь. Он прибегает первым. Да, вот чемпион живет вот так. Да, а все остальные стараются и сдаются. Ну, не все, конечно, но многие сдаются, им тяжело. Почему? Нет готовности. А этот человек, он мастер, он делает с наслаждением, и когда он мастер, он может себе позволить и выкладываться, и отдыхать, и переключаться, и общаться, махать ручкой на видеокамеру. Он мастер. Да, вот задача стать таким мастером. Когда для человека это понятная полезность, да, процесса, но он и получает максимальную пользу. Да. От общего развития, это основа движения, мы чуть позже рассмотрим, по уровням развития вверх. Да, потому что каждый уровень, он определяет возможности. На первом уровне, если забегать вперед слегка, человек будет работать руками. На втором там учится немного работать головой. На каждом следующем уровне он способен управлять все более сложными процессами, решать все более сложные задачи. Это определяется его общим уровнем. Поэтому по данному ролику основная целевая установка, да, хотелось бы, чтобы она у всех была принята, понять значение общего развития, это база, но если к этой базе не подключить конкретные профессиональные знания и навыки и тренинги, то эта база, она вот примерно как компьютер, там, ноутбук Apple купили, шикарный, но ни одной профессиональной программы туда не загрузили. Да, поэтому картинки красивые, а практической пользы мало. Да, нужна шикарная база, а чтобы она давала отдачу жизни, нужны профессиональные уже знания, навыки, качества. Загрузил программу, неважно, обработка видео там, или какие-то другие расчеты, этот компьютер, да, решает задачу, у него есть программное обеспечение, получаем профессиональный хороший результат. Да. На калькуляторе сложные задачи не решаются. На шикарном компьютере без целевых программ тоже пользы будет не очень много. Поэтому общее развитие основа, у тебя есть не счеты, а шикарный ноутбук. Дальше туда загружаются профессиональные качества, знания, навыки и все остальное. В этом случае человек получает максимальную отдачу. Да, и в том числе не раз слышали, да, одна из основ личностного роста, что такое успех. Личные качества 75-85%, все остальное профессиональные знания.
чуть-чуть профессиональные знания. Примерно так оно и выглядит. Если взять там многие выступления успешных людей, там, миллиардеров и тренеров, говоря об успехе, ну, мало кто говорит о программах компьютерных или каких-то методиках, да, именно управленческих. В основе лежит человек. Если ты сильный, целеустремленный, не сдаешься, ты придешь к своей цели. И это слабый, нетренированный, изнеженный, ты обречен. Да? Надеюсь, что я сумел донести эти программы. Поэтому кого привлекает цель получить максимально возможный результат от развития, и чтобы эти результаты росли постоянно, а не иногда, когда петух шок жареный заклевал, пожалуйста, подключайтесь к нашим занятиям онлайн и офлайн, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем успехов на пути развития, и даже если человек и не идет, да, по этой программе, а хотя бы что-либо для себя делает полезное, вот это должна быть привычка. Да? Человек должен научиться желать себе блага. Почему люди ходят скучные и неуспешные? Он что угодно может о себе говорить, но по большому счету человеку на себя, извините, наплевать. Он себя не уважает. Он о себе не заботится, он себе блага не желает. Задача научиться желать себе блага. Если ты желаешь себе блага, ты решаешь задачу, что мне благо принесет, ты идешь и делаешь. Не желая себе блага, ты об этом не думаешь. Тобой управляют привычки, стереотипы, а воля и разум где-то отдыхают на сеновале, очень далеко от тела. Поэтому научиться себя любить, уважать, благожелать и делать все, что в ваших силах, чтобы счастье и успех входили в вашу жизнь. Спасибо, всего доброго, успехов.